Скрипят тормоза? ХЦЦ подскажет, в чем причина. Сегодня я расскажу тебе про основные неисправности тормозной системы, которые приводят к неприятным звукам в виде скрипов, скрежетов и всего остального, которые неприятны тебе, а также всем окружающим. Первой причиной такого звука являются изношенные тормозные колодки. На данном узле большинство производителей устанавливают специальную скрипящую пластину, которая и уведомляет нас о том, чтобы пора бы их заменить. Обратите на это внимание. Второй причиной скрипа является установка некачественных тормозных элементов при их замене. То есть это некачественные колодки, некачественные тормозные диски, а также диски и колодки, которые не совмещаются по материалам. Такое бывает. Просто материал колодок не подходит к материалу дисков. Или же им нужно притереться. Следующей причиной неприятных звуков являются виброгасящие пружинки, которые устанавливаются практически на всех типах суппортов. И они созданы для того, чтобы гасить вибрации колодок. На данном типе суппортов у нас идет вот такая вот пружинка, которая гасит вибрации от колодок. В месте, если же наша колодка будет сильно вибрировать, в месте идет соприкосновение с суппортом, или же пружинка неисправна вот здесь вот или вот здесь вот, у нас начинается этот неприятный звук. То есть при демонтаже, при установке всегда нужно обращать на состояние этих пружинок. И также обязательно их смазывать. О смазке мы поговорим чуть позже. Еще пойдемте, я вам покажу другой тип суппорта, в котором эта пружинка выглядит по-другому. Здесь у нас тормозной суппорт другого автомобиля, это у нас Volkswagen. Здесь прижимная пружинка, она выглядит вот таким вот. Она также гасит вибрации, которые и создают эти неприятные звуки. Если она неисправна, ее нужно обязательно заменить. Также это обязательный техрегламент для периодичной замены колодок. Не забывайте о том, что их нужно менять в 2-3 замены тормозных колодок. Это не такие большие растраты, поэтому если вы хотите, чтобы у вас было все четко, обратите на это внимание. Также причиной еще может быть неисправная направляющая суппортов. Это менее распространенная проблема, но также имеет место быть. Направляющие суппортов на данном автомобиле я вам показать не смогу, но примерно вот одна находится вот здесь вот, вторая вот снизу. Данный механизм изнашивается, разбивается посадочное место или же разбивается сама направляющая. Вследствие чего у нас появляются повышенные вибрации, а повышенные вибрации это скрип. Если же причина в направляющих, значит, это требуется полный разбор суппорта, дефектовка механизма, и там же мы должны понять, это у нас замена направляющих или же замена скобы суппорта. Что часто бывает на автомобилях с большим пробегом, это нормально, поэтому не стоит этого пугаться, любой механизм требует обслуживания. Также, ребят, хочу вам рассказать о выборе запчастей для тормозных узлов. Ребят, никогда не экономьте. Это тормоза. И тормоза сделаны для того, чтобы вы могли вовремя остановиться в тот момент, когда вам нужно остановиться. Никто не знает, что может произойти. Поэтому, ребят, не экономьте. И при работах с тормозной системой не забывайте никогда о смазке. Есть места, так же как эти пружиночки, монтажная сторона колодки и все остальное, оно требует смазки. Но ни в коем случае, конечно же, на тормозной суппорт не надо мазать смазку. Если же вы хотите предотвратить все эти неприятности, которые я выше вам сказал, ребят, всегда используйте качественные тормозные агрегаты, то есть качественные тормозные диски, колодки. Также вот эти вот монтажные пластины, не забывайте их менять. Люди не меняют их сотнями тысяч километров, а потом жалуются на то, что скрипят тормоза. Также смазка. Смазка должна быть обязательно для тормозных узлов. Это немаловажный фактор, так как эта смазка является температуростойкой. Она выдерживает температуры свыше 600 градусов. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Вы решили свою проблему. Ну, а за качественными запчастями вы знаете куда.